Друзья мои, всем привет! Сегодня вас ждет небольшой обзор героев 15-го поколения в игре State of Survival. Конечно, разработчики всех удивили, ведь многие игроки предполагали, что в новом поколении, если следовать логике, будет безграничное третье поколение — Эш, Михо и Зой. Или же седьмое — Магнус, Кардини и Грим. Потому что подобные картинки ранее были опубликованы через внутриигровое сообщество. Но нас ждал сюрприз. В новом 15-м поколении Роберт — пехотинец, Эвелин — наездник и Карлос — охотник. Это безграничные герои, а значит, их прокачка состоит из синего и фиолетового мозга, а также 3 навыков, в каждом из которых 10 уровней. Уровень совершенствования улучшается за чипы совершенствования и имеет всего 20 уровней. В профиле героя вы можете добавлять определенные вещи, которые дадут статистику для тропы исследователя. При максимальной прокачке это поколение даст 2417% атаки и обороны типа героя. Теперь поговорим о каждом герое по порядку. Роберт — пехота. В прошлом он был боксером. Бокс — настоящая любовь Роберта, как и его жена, которую он потерял. Несмотря ни на что, он продолжает бросать вызовы в трудное время апокалипсиса. Пехотинец Роберт, кроме статистики атаки и обороны пехоты, снижает оборону войск вражеского поселения и повышает атаку отрядов вашего поселения. Если выбран на баррикаде для защиты, значит сможет стать хорошим защитником. Эвелин — наездник. Зараженными Эвелин встретилась во время 2-недельной гонки по бездорожью. О том, что в мире произошла вспышка вируса, она узнала уже на финише. Ее мотоцикл — ее верный друг и оружие, она может полагаться только на него. Наездник Эвелин снижает здоровье войск вражеского поселения и повышает здоровье войск в рейде. Как говорится, это имба. По мнению игроков, именно наездник является самым сильным героем в 15-м поколении благодаря ее навыкам. Карлос — охотник. В прошлом он профессиональный спортсмен, который пропустил участие в Олимпиаде из-за травмы. Он достиг определенных успехов в жизни и благодаря своему финансовому положению смог вернуться к тренировкам. Теперь копье в его руках не просто спортивный инвентарь, а оружие, которое помогает ему выжить. Охотник Карлос повышает оборону войск в рейде и оборону отрядов поселения. Способы получения героев в этот раз лично меня приятно удивили. Я был очень рад наконец-то увидеть в наградах событий жетоны совершенствования на выбор. То есть теперь мы можем самостоятельно выбрать, какие капсулы героев нам нужны. Это круто. Например, за полную прокрутку рулетку Ре я кроме рандомных наград могу получить 280 зелий и 28 капсул героя на выбор. Давайте еще раз проговорим основные моменты, касающиеся улучшения героев 15-го поколения. Они имеют уже привычный нам синий и фиолетовый мозг. Первые 2 точки синего мозга 5 улучшений по 16 колб, то есть 80. Затем 3-я точка 120, 4-я 200, 5-я 320. Для улучшения последней 6-й точки синего мозга потребуется 400 колб и 80 капсул совершенствования героя. Итого, на синий мозг необходимо потратить 1200 зелий совершенствования и 80 капсул героя. На фиолетовый мозг траты такие же, как и в предыдущих безграничных поколениях. Вы видите цифры на своих экранах. Ссылки на таблицу с затратами на улучшение синего и фиолетового мозга будет в описании этого ролика. Всего на фиолетовый мозг для полной прокачки необходимо 3480 безграничных зелий и 522 капсулы героя. В отличие от 13 и 14 поколения героев, для улучшения одного навыка Роберта, Эвелин и Карлоса потребуется всего 700 очков для улучшения одного уровня. Раньше нужно было 1200 очков. То есть на один уровень вам потребуется 70 универсальных фрагментов, а для улучшения до 9 уровня потребуется 560 универсальных золотых фрагментов. Конечно, вы также можете тратить капсулы и зелья совершенствования. Хочу обратить ваше внимание на то, что не стоит пока что тратить универсальные фрагменты на навыки героев, так как они в прямом виде не идут в зачет событий. В предыдущих поколениях можно было обменять универсальные фрагменты на фрагменты конкретного героя и потратить их в навыки, заработав при этом очки.
В одном из последних отзывов разработчиков было сказано, что они знают об этой проблеме и ищут способ оптимизации, обдумывают варианты, поэтому давайте пока что немного подождем. Я не буду в прямом виде зачитывать вам навыки героев из игры, так как иногда спустя некоторое время навыки переделывают, меняются показатели и так далее. Я предлагаю вам воспользоваться информацией от моего коллеги по цеху полезного контента для игроков State of Survival Monkey King Rambo. Это рекомендации по приоритету прокачки навыков для 15-го поколения героев. Пехотинец Роберт, 3-й, 2-й, 1-й, наездник Эвелин, 2-й, 3-й, 1-й, охотник Карлос, 2-й, 3-й, 1-й. То есть, согласно этим цифрам, вы понимаете, в какой последовательности качать навыки у каждого героя. Конечно, вы можете прислушаться к этому или же действовать по своему плану. Это лишь рекомендации. Многие писали и просили рассказать, как проходить испытания героев. На самом деле все просто. Мы берем двух героев из предыдущего поколения, например, Джеб и Триш, и добавляем пехотинца Роберта. В навыки поддержки берем Стрингса и Повара. Я знаю многих игроков, которые именно при использовании кукол успешно за 2 недели добежали до последнего 7000 уровня. На канале есть ролик этого способа прохождения, он без звукового сопровождения, но объясняет всю суть использования этих двух героев. За этот ролик отдельная благодарность Алене, Лаве, которая для вас сделала ролик, так как я в то время ничего не делал. Если у вас есть более успешные связки, поделитесь ими в комментариях. Самое главное, что вам нужен лишь один герой актуального поколения, которого, кстати, можно взять в поддержку от ваших топовых игроков, если они добавили этого героя. На этом мы завершаем обзор героев 15-го поколения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии. Берегите себя и теперь с радостью крутите рулетку. Всем пока!